Привет, мои дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим вместе с вами клубничный чизкейк. Чизкейк будет без выпечки. Будем выпекать только основу. Я поделюсь нюансами приготовления этого замечательного чизкейка. Несмотря на то, что на канале уже есть видео с чизкейками, этот будет не менее вкусным и оригинальным. Если вы также хотите его приготовить, добро пожаловать ко мне на кухню. В чашу с ножами отправляем муку 80 граммов, сахарную пудру 30 граммов, соль щепотку, измельченные грецкие орехи, я измельчила их в ступке, 12 грамм орехов. И сливочное масло 50 граммов. Сливочное масло холодное, я нарезала его на маленькие кубики. И тщательно измельчу в крошку, напоминающую мокрый песок. Еще немножко. Масло с мукой объединилось. Теперь вливаем яйца. У меня это 13 грамм холодного яйца. И опять же с помощью блендера замесим тесто. Все, тесто соединилось в комок. Быстренько собираем его. Распределяем достаточно тонким слоем, около 2 миллиметров. И сразу же отправим в духовку, разогретую до 160 градусов. Вынимаю готовое тесто из духовки. Оно должно слегка зарумяниться по бокам. И даем ему полностью остыть. Остывшее тесто поломай на кусочки. Помещаю в чашу с ножами. Добавлю сюда же 65 граммов мягкого масла сливочного. И снова все измельчу. Можно измельчать до различной степени. Можно больше измельчить, чтобы крошка была мельче. Можно крупнее. Вот так получается. Затем беру кольцо. У меня диаметр кольца 18 сантиметров. Высыпаю в кольцо крошку. И распределяю ее внутри кольца равномерным слоем. И снова отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов. В принципе, тесто можно самим не выпекать, не делать песочную основу самостоятельно, а измельчить печенье и затем смешать его со сливочным маслом и также запечь. Ну, конечно, домашнее тесто вкуснее, поэтому давайте сделаем, немножко заморочимся и сделаем более вкусный и домашний десерт. Выпекаем до уверенного карамельного цвета. Корж получается очень нежным, даем ему полностью остыть, а после этого уже можно осторожно снять кольцо. Для этого его можно вот так вот прокрутить и затем снять, чтобы не сломать корж. Вот такой он получается аппетитный, очень ароматный, очень-очень рассыпчатый. Корж получается очень хрупким, и поэтому, чтобы не сломать его во время переноса на блюдо, я его подморожу немного. И приступим к приготовлению самого чизкейка. Для этого я взяла форму диаметром 18 сантиметров, дно затянула ее пищевой пленкой. Тонкая пищевая пленка просто таким вот образом натягивается очень плотненько и хорошо. Если пленка плохо цепляется на бока формы, их можно слегка смочить водой. Размещаю кольцо на деревянной доске и пока отставлю в сторону. Затем нам понадобится желатин. 10 граммов желатина я залила предварительно 60 миллилитрами холодной воды и оставила в холодильнике для набухания. На это у меня ушло где-то 30 минут. Сразу же необходимо отвесить творожно-сливочный сыр. У меня это Банфесто.
Здесь 400 граммов. И жирная сметана жирностью 25%, 160 грамм. Для того, чтобы наш чизкейк был более воздушным, приготовим итальянскую меренгу. Для этого беру ковш с толстым дном, наливаю в него 40 мл холодной воды и высыпаю 140 граммов сахара. Насыпаю в центр, так чтобы сахар не насыпался на стеночки и не налипал, иначе потом он может кристаллизоваться. Отправляю ковшик на огонь и на небольшом огне дождусь растворения сахара. В чистую сухую чашу отвешу 70 граммов белка. Это примерно 1,5 белка, но, конечно же, лучше взвесить, потому что размеры яиц у всех разные. Для того, чтобы сахар быстрее растворялся, можно слегка покачивать ковшик. Мешать не нужно смесь. Следим за тем, чтобы весь сахар полностью растворился. Вот сахар растворился. Теперь можно поместить термометр. Как только температура сиропа достигнет 110 градусов, можно начинать взбивать белки. Я буду это делать ручным миксером. Располагаю рядом чашу, миксер и смогу контролировать процесс. Вот здесь вот моя чаша стоит. Температура 103 градуса, 104 сейчас будет. Делаем все одновременно, следим за температурой. 108. Все, 110, начинай взбивать. Мама. Ты знаешь, что держи, пожалуйста, термометр. Только аккуратно, вот так, хорошо? Не бойся, возьми за кончик его, чтобы я видела, сколько градусов было там. Сколько? 112, держи, держи. Я бы не сказала, что забивать. Сколько градусов там? Держи аккуратно, опусти в сироп, потому что ты над верхом держишь. Вверх ногами. Да. 113. Хорошо. 113,7. Дашка контролирует температуру. А вот наши белки. 114,9. 115. Взбиваю на средней скорости. У меня это 2,5. Можно 3. Все, можно вливаем. Белки хорошо взбились. Ждем, пока пена осядет. Тебе это не пригодится? И вливаем тонкой струйкой. Нет, пока не пригодится. Я воду. Продолжаем взбивать до мягких пиков. Еще немного повзбиваем. Вот так вот взбито, мягкие пики. Больше взбивать не нужно, иначе меренгу будет тяжело вмешать потом в наш чизкейк. Творожно-сливочный сыр прогрею на низкой мощности в микроволновке, чтобы он слегка размягчился. Я разогревала импульсами, постоянно перемешивая. 15-10 секунд погрею, помешаю. Смотрите, не перегрейте. Теперь добавляю к сыру сметану. И тщательно перемешаю. На этом этапе можно воспользоваться венчиком для более однородной текстуры, что я и сделаю. И также хорошо добавить
ванильный экстракт, если такой есть. У меня собственное приготовление. Добавлю сюда 2 чайные ложечки. Желательно не заменять, конечно, ванилином. Лучше заменить ванильным сахаром с натуральной ванилью. Вот такая ароматная гладкая масса должна получиться. Желатин распластила в микроволновке импульсами по 10 секунд до прозрачности. Он должен быть полностью однородным. Если есть какие-то крупиночки, желатиновую массу лучше процедить. Добавляю в желатиновую массу немного творожного сыра со сметаной. Перемешаю. Мы это делаем для того, чтобы выровнять температуру, чтобы желатин не схватился комочками. И теперь вмешиваем в общую массу. И последний штрих, нам осталось вмешать итальянскую меренгу. И наш чизкейк без выпечки будет готов. Всю меренгу добавлять я не буду, а добавлю 160 граммов. Сначала добавлю 90 грамм, а затем еще 70. Надо ввести меренгу в 2 приема, чтобы сохранить ее воздушность. Вымешиваем складывающими движениями. Немножко вмешали. Сильной однородности добиваться не нужно сразу. И теперь еще добавляем 70 граммов. В принципе, почти вся меренга уходит. И снова вмешиваем осторожно. Для ароматизации можно добавить сюда цедру лимона или апельсина. Сильно много движений делать не нужно. Как только станет однородным, вымешивать перестаем, чтобы не потерять воздушность нашего чизкейка. Но в то же время, чтобы не осталось неразмешанных комочков меренги. Все готово. Останавливаемся. Подготовленное кольцо внутри проложила ацетатной лентой и выливаю чизкейк. Разравниваем. Это будет у нас нижняя сторона мусса, донышко. Но все равно стараемся ровненько распределить. И отправляю чизкейк в морозильную камеру, чтобы он хорошо замерз. Предварительно накрываю его пищевой пленкой. Для клубничного кули мне потребуется 200 граммов клубники. У меня это замороженная клубника, я предварительно ее разморозила. А также 20 граммов сахара и 2 грамма желатина. У меня здесь желатин NH. Смешаю его с сахаром
и постоянно перемешивая, введу в холодное пюре. Тщательно размешаю и отправлю на огонь. Доведу до кипения, проварю 30 секунд и сниму с огня. В горячее пюре сразу же добавляю набухший желатин. Здесь у меня 2 грамма желатина и 15 граммов холодной воды. Все это постояло в холодильнике около 30 минут. И тщательно перемешиваю до растворения желатина. Перелью в другую емкость и быстро остужу, предварительно накрыв пленкой в контакт, чтобы на пюре не образовалась заветренная корочка. Кули хорошо охладилась. Помещу ее в кондитерский мешок. Замороженную основу перекладываем на блюдо. Если ее не заморозить, переложить будет невозможно, она очень-очень хрупкая. Если вы не хотите заморачиваться замораживанием, можете сразу же после выпечки прям с кольцом перенести на блюдо, на котором будет подаваться чизкейк, и таким образом уже начинать сборку чизкейка. Но я сделала все отдельно, основу и сам чизкейк, для того, чтобы наша основа, она не размокла во время стабилизации чизкейка. Нанесу кули. Оно еще будет более стабильным, потому что сейчас оно у меня чуть-чуть холоднее, чем комнатная температура. И теперь остается поместить сверху замороженный чизкейк. Чтобы легко извлечь его из формы, бока формы прогрею с помощью фена. Вот такой классный чизкейк получился. Освобождаю бока чизкейка от ацетатной ленты. И помещаю его на основу. Если вы будете чизкейк сразу же подавать, то этот шаг можно пропустить. Если же вы будете транспортировать его куда-то или он будет какое-то время стоять в холодильнике, то лучше его покрыть нейтральным гелем. Я сделала вот такую тоненькую ленту из фольги, чтобы защитить тесто, на него не попала глазурь нейтральная. Нейтральный гель, рецепт которого есть на канале, это гель на пектине. Я развела водой. Здесь у меня 40 граммов геля и 20 граммов воды. И растопила в микроволновке. Переливаю в одноразовый стаканчик и помещаю в краскопульт. Покрывать гелем лучше всего в большой коробке какой-то пластиковой или картонной. Я уже буду покрывать над тазиком пластиковым. Помещаю на вращающийся столик и покрываю. И сверху тоже нанесу клубничное кули. Крашу кокосовыми кусочками. Можно посыпать кокосовой стружкой. Посмотрите, какая нежнейшая текстура.
пол чизкейка получается. Нежнейший чизкейк, воздушный, гармоничный по вкусу.